Итак, всех приветствую. Ну что ж, вот пришло время бюджетных ноутбуков, и для этого видео я обратился в компанию Haier дать мне для видео их народный игробук. И так, чтобы мощность была нормальная и цена при этом тоже была, не 200 тысяч. В общем-то, перед вами, друзья, модель J1700A, и стоит эта машина 75 тысяч рублей или 27 тысяч гривен. То есть это ни в коем случае не рекламное видео, просто я решил сделать наконец-то обзор на доступную технику для зрителей. Не для всех, конечно, зрителей, так, процентов до 30. И в конце видео я также решил сделать небольшой конкурс, как небольшой, я подарю именно этот ноут своим подписчикам. Да, конечно, можно было и себе оставить сей ноут для дома, но я решил сделать чисто от себя конкурс для подписчиков. Выберем одного человека, кто получит ноут за 75 тысяч, а второй человек получит какой-то там утешительный подарочек, о котором вы узнаете уже в день самого розыгрыша. Хотя что там уже скрывать, это будет планшет Xiaomi Mi Pad 5. Короче, все условия очень простые. Ставим лайк под этим видео, делаем подписку на мой канал обязательно и напишите один любой коммент под этим видео, и через 2,5 недели, то есть 25 декабря на втором канале, выберем по комментариям двоих подписчиков. В общем, подписывайтесь и участвуйте, все условия я оставлю в описании под этим видео. Ну а сейчас вернемся к нашей модели ноута, и внутри у него стоит следующее железо. Итак, процессор у нас Intel Core i5 10 поколения, 10200H на 4 ядра, 8 потоков. Далее видеокарта GeForce GTX 1650 Ti на 4 VRAM GDDR6. Далее у нас еще 16 оперативы, плюс к этому прямо из коробки уже стоит лицензионная 10 Windows. И внимание, экран не 15 дюймов, а большой 17,2, что явно лучше, чем просто пятнашка. Итак, сейчас самое важное, о чем я изначально думал, что в этой модели 1700A должны были поставить по идее 16 оперативы, 2 плашки по 8, то есть двухканали. И после уже разборки ноута мои опасения развеялись. Да, у нас действительно двухканал на частоте 2933, и в остальном, что еще интересного внутри. Наверное, я бы отметил быстрый NVMe SSD накопитель на 512, его скорость выше, чем у простых SSD, и для работы, скажем там, приложений и запуска игр такой скорости более чем достаточно. В случае нужды можно даже установить еще один дополнительный SSD или обычный Win в формате 2,5 дюйма. Это неплохо, что есть такая возможность, ведь современные игры оккупируют уйму пространства, а так в остальном у нас, еще повторюсь, стоит i5 10200H на 4 ядра, 8 потоков. Не скажу, что это прям очень быстрый процессор, однако самое интересное в этом ноуте это дискретная видеокарта GTX 1650 Ti. В общем-то, такая дискретная видяха должна, я думаю, потянуть на высоких Full HD AAA проекты. Не все, конечно, на высоких настройках, я думаю, скорее всего, Cyberpunk придется понижать до средних, об этом мы уже узнаем чуть позже, буквально протестируем железо обязательно. А сейчас, друзья, хотелось бы парочку слов сказать о 17-дюймовом экране. Если коротко, то для снижения конечного прайса, я так понял, Haier пошли на небольшую хитрость. Вместо привычного IPS экрана, то есть матрицы, решили сюда установить 17-дюймовую Full HD NVA матрицу на 60 Гц. И если сравнивать данный дисплей с любым IPS экраном, то, конечно, NVA ожидаемо уступает по цветопередаче, но зато имеет высокий запас яркости и нет эффекта жвачки, что часто наблюдается в дешевых IPS экранах. Впрочем, на восприятие картинки, например, в играх это особо не важно. IPS там или NVA матрица в этом ноуте, эта информация более ценная для тех, кто работает с фото, и там важна, конечно, цветопередача. Но все же, если рассматривать данный ноут чисто для игр, то хотелось бы знать, что может потянуть именно эта машина и будет ли на нем высокая температура железа. Это самые важные вопросы, которые задают подписчики. И в этом плане, после разборки ноута, мне кажется, более чем у нас стоит серьезное охлаждение, я бы даже сказал, оно слишком сложное для обычного ноута на среднебюджетном железе. Можно было, конечно, даже немножко сэкономить, но вот решили почему-то в Haier все же сделать нормальное охлаждение. И насколько оно удачное, сейчас мы с вами как раз и разберемся. Что ж, сперва я бы хотел запустить сетевую Rainbow 6 на высоких настройках Full HD без понижения масштабирования. То есть это чистый Full HD, в данном случае видим с вами 120-130 FPS, и что еще интереснее, это температура на видеочипе и процессоре. В среднем я замечал за все время тестов от 65 до 70 градусов, и по меркам сегодняшних печек под 95 градусов можно сказать, что это очень предельно низкая температура. И все это при том, что я не выкручивал вертушки на максимум, а использовал встроенное приложение Control Center в режиме Performance Mode. Возможно, это связано с тем, что внутри ноута поставили широкие медные тепловые трубки и полностью медные радиаторы. Внимание, все же у них лучше проводимость тепла, я думаю, и вы тоже об этом знаете,
Плюс к этому, возможно, это связано с тем, что видеочип и процессор у нас, внимание, разделены отдельно между собой, и тепловые трубки тем самым не мешают равномерно распределять тепло. Это тоже очень важно. Обычно просто, знаете, берут, совмещают и процессор, и видеокарту, не разделяя между ними температуру, и получается такая себе, знаете, печка. Так что в этом плане, чисто без рекламы и прочих, вот не знаю, хитростей, я лично от себя ставлю 5 за такое отношение к железу в компании Haier. Все-таки низкая температура, это очень важно. В общем, в Rainbow 6, я думаю, все понятно. И теперь давайте проверим автосимулятор Project Cars. Тут вообще довольно интересная ситуация. Ну, во-первых, понятное дело, что по традиции я выставил высокие настройки Full HD. Во-вторых, тут даже чутка больше кадров, чем в 6 радуге. И в-третьих, во всех тестах Vidyaha 1650 Ti полностью загружена на свои возможности. А значит, внимание, мощностей процессора ей вполне достаточно в этих условиях. По сути, в любом сетевом шутане вроде Fortnite, Apex или то есть Counter-Strike, везде будет от 100 до, там, ну, не знаю, 150-200 FPS на высоких настройках. Одним словом, если вы метите взять себе подобный ноут под такие проекты, всякие там сетевые стрелялочки, то самое важное тут иметь хотя бы 100 кадров. Причем еще тоже, что немаловажно, это размер экрана. И на 17 дюймов, поверьте мне, лучше, чем на 15 сидеть. И чтобы сам ноут тоже не сильно при этом шумел, и температура тоже была в норме. В этом случае данная модель пока что справляется с этими задачами нормально. В общем, нет претензий. Ну а что будет, если, скажем, сюда закинуть Киберпанк, это уже иная тема. Итак, я выставил средние настройки Full HD, и тут, друзья, у нас уже нет 120 FPS, а в среднем 35-45, причем фрейм-тайм очень далек от совершенства. И перед нами видим те самые 38 FPS шелест, о которых рассказывал Витя Ремонтяж. То есть данный феномен от 38 FPS шелеста он объяснил очень понятно на своем канале, и если вкратце, то такие показатели можно в целом считать как бы нормальными. Перед нами как бы, ну, стабильный 35-45, но они, внимание, не очень, знаете, такие приятные, эти 38-45 FPS, они обрывистые, вся картинка такая, скажем, далеко не плавная, так что да, конечно, при большом желании можно спокойно пройти Киберпанк на этом ноуте, однако не стоит ждать прям высокой плавности от такой картинки. Одним словом, перед нами с одной стороны достойный ноут, тем более если учесть, что уже из коробки у нас идет лицензионная Windows 10, то эта модель в принципе подойдет тем, кто хочет просто, знаете, купить, прийти домой, распаковать, скачать игры, и можно сразу запускать любимые сетевые шутаны, там танки, доту или тот же Киберпанк. Но с иной стороны, я знаю, что есть чуть более мощнее ноуты с видеокартами RTX 3050, однако там уже не стоит из коробки лицензионная Windows, вам придется, конечно, скачивать драйвера, накатывать винду, а это далеко не все умеют делать, поверьте мне. У меня есть до сих пор такие подписчики, которые спрашивают, как активировать Windows, и это очень странно. То есть, если вас не парят лишние там плюс 10-12 кадров от видеокарты 3050 и не хотите возиться там с драйверами и настройками, а вам просто нужна нормальная машина для игр с большим экраном на 17 дюймов и низкими температурами железа, то вот вам абсолютно адекватный вариант, как мне кажется, от компании Haier. Возможно, кто-то найдет там что-то подешевле, есть, я не спорю, варианты на распродаже, всякие там скидки с AliExpress, не спорю, но данное видео, оно абсолютно не рекламное, мне действительно думается, что это хороший ноут с большим экраном с лицензионной Windows 10 для средне-высоких настроек по нормальной цене 75 тысяч рублей. Я снимал это видео чисто для контента, бесплатно, и мое дело просто показать вам своим, то есть моим подписчикам, что из себя представляют ноутбуки от компании Haier. Это новая компания для зрителей именно в компьютерной отрасли, и тут уже вам решать, насколько это удачная модель. Я просто поделился своим субъективным мнением, и вот именно этот ноут я и отдаю своим зрителям. Честно, я бы мог, конечно, оставить его у себя дома, но куда мне складировать все это у себя в комнате и все эти железки, так что я объявляю, друзья, конкурс. Еще раз напомню, что этот ноут можно получить, приняв участие в конкурсе на моем канале, причем получить можно не только ноут, но и такие секретные утешительные призы, как Mi Pad 5, очень даже секретные, и для этого просто напишите один любой коммент под этим видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, обязательно все же хотелось бы отдать ноут именно за 75 тысяч именно подписчику, а не просто любому человеку, и уже через 2 недели выберем победителей на втором канале. Вот и все, друзья, очень просто, поэтому участвуйте, еще раз всем я желаю не болеть, увидимся, парни, уже очень скоро, до новых встреч на канале, всем удачи и пока-пока.